Так, всем привет, давайте сегодня посмотрим коробочку от китайского производителя Trumpeter. 35-й масштаб, танк, модель British Challenger 2 MBT K4 in Action at Kosovo, что можно перевести как британский танк Challenger 2, основной боевой танк K4 во время, ну скажем так, боевых действий условно в Косово, хотя по факту конкретно в боевых действиях он там вроде как не участвовал. Ну да и ладно, соответственно, модель того же примерно временного периода, как уже бывший не так давно обзор итальянского МБТ или ОБТ Ариет. Они даже, кстати, визуально похожи, хотя генеалогической связи нет. Примерно так же выглядит коробка, примерно тех же лет, год выпуска набора, вроде как 2003 год. Такая же похожая комплектация, такая же похожая детализация. В принципе, можно резюмировать даже вначале, сказать, что такой дешман, очень бедный по комплектации, слабенький, видимо, по детализации, но зато очень дешевый. Вот такой вот челленджер. Что еще можно сказать, да, про саму модель. В общем, 2003 год, она выпущена практически в актуале, как эти машины мелькали в новостях. В 2003 году эта машина участвовала в боевых действиях в Ираке, Вторая Иракская война, да, получается, у нас, когда вторжение сил западной коалиции было. Соответственно, в Косово она была до этого, это тоже операция контингента НАТО в Косово. Ну, там она непосредственно в боевых действиях не участвовала как средство поддержки. Видимо, соответственно, вот оттуда эта машина непосредственно как прототип, наверное, и используется. Что про сам танк можно сказать? Да, британская армия, то есть армия Соединенного Королевства, соответственно, это уже третий исторический по счету танк, который носит имя Челленджер, был Челленджер времен Великой Отечественной, Второй мировой войны. Был Челленджер 1, это танк основной ОБТ британский конечного периода Холодной войны. Он визуально похож, и в принципе Челленджер 2 делался на базе Челленджера 1 80-х годов. Он разрабатывался с конца 80-х по начало 90-х. Соответственно, примерно тогда принято вооружение, произведено около 400 с чем-то машин, до сих пор стоит на вооружении, но единственное, что машины сейчас, новые танки, я так понимаю, не производятся, потому что, соответственно, британское министерство обороны их не заказывает, также эти машины поставлялись в вооруженные силы Омана, и вроде как вот последним событием во время конфликта на Украине там около 15-17 машин было поставлено на Украину, вроде как тоже там принимали участие. Соответственно, что про танк можно сказать? Ну, в принципе, похож он по своей философии на современные ОБТ других стран, стран НАТО и так далее. Соответственно, достаточно тяжелый танк. Британцы очень гордятся своей комбинированной броней, то есть многослойной. Ну, хотя в целом, вроде как ее по оценкам специалистов, она ничем-то особо не превосходит аналогичные ОБТ тех же лет. 120 миллиметровая пушка. Ее отличает то, что в отличие от большинства современных ОБТ, она нарезная. Например, в НАТО нет других нарезных пушек такого калибра, ну, все остальное стандартно, 4 члена экипажа, то есть, например, заряжающий человек, то есть никакого автомата заряжания там нету, компоновка классическая, двигатель вроде изначально использовался английский, потом стал использоваться немецкий, как и часть другого оборудования, ну, тепловизоры, система наведения, стабилизация орудия, спаренный пулемет, зенитный пулемет, дистанционно управляемый, ну, вот единственное, у Трампа, значит, сразу в 2003 году, насколько я понимаю, в линейке было выпущено 3 модификации челленджеров. Я так понимаю, что 2 было именно косовских, соответственно, даже с маркировкой K4 на боксарте у Трампа. И 1 иракский, более поздний, 2003 года. Вот как раз в Ираке челленджеры 2 успели достаточно плотно поучаствовать в боевых действиях, в том числе в танковых боях. Вроде как результативно себя показали, хотя, конечно, приходилось им там встречаться с откровенно устаревшими советскими иракскими танками. Но в целом, в принципе, эта машина чуть раньше годов, ну, соответственно, чем от первой модификации Челленджера, которая у Трампа есть, наверное, отличается вот этим дополнительным, я сколько понимаю, динамическим бронированием на юбках, ну, может, еще чем-то отличается. Ну, что значит, будем смотреть набор. Трамп на таких коробках нам указывает и длину 33 сантиметра, и ширину 11, и высоту, количество деталей 435. Ну, в принципе, не так, чтобы сильно мало. Количество литников. И что? Вот у нас есть тут отвал бульдозера. Это, кстати, отличает от остальных, по-моему, ну, по крайней мере, одной или двух модификаций модели у Трампа. То есть есть бульдозерный отвал. И что у нас на боковиках коробки? Насколько я понимаю, две схемы окраски, но, судя по всему, обе на Kosovo, обе на K4. Предупреждение на другой стороне под, насколько я понимаю, третью вроде как схему окраски, другой номер, но, так понимаю, боковик той же самой стороны, то есть с другой стороны боковика, наверное, нет. Ну и какая-то тут история, кстати, есть, у Трампа она есть, она обычно печатается только на коробках, в инструкции у них исторической справки нет. Что же в коробке у нас по Challenger 2 Трампа? Коробка хорошая, большая, плотная, широкая, при этом крепкая. Значит, пакеты с литниками,
Тут у нас стандартно, по 2 по одному литнику в пакетик. Трамп на полиэтилене не экономит. Отдельно детали башни, отдельно мелочевка. Корпус и ванна корпуса тоже в 2 крупные детали в одном отдельном пакетике. Помимо этого, да, виниловые гусли, так же как у Ariete. 2 отрезка таких, в принципе, все похоже очень. Тоже, конечно, минус данной модели, слабое место. Ну, из того, например, что от Ariete, от тех же лет отличает Трампа, что тут они даже не используют для имитации приборов наблюдения, остекления эти свои прозрачные пленочки. Тут вообще ничего этого нет. Тут и буквально вот убогая нитка для троса, соответственно, у нас декаль. И, в принципе, накрашиваем перископы мы исключительно лаками, красками и т.д. и т.п. Кусочек какого-то куша валяется в коробке, не совсем понятно, как он сюда попал. Не знаю, то ли от этой модели, то ли просто бонусом свалился сюда, потому что все вроде бы как у Трампа в пакетах. Кстати, пакеты вроде бы без вентиляции, скажем так, то есть как он вывалился из пакетов, непонятно. Давайте начнем, собственно, с достаточно толстенькой книжечки инструкции. Опять же, повторяется у нас тут бокс-арт предупреждения. Раскладка литников, значит, не то чтобы их много, в принципе, все, что мы видели, все показано. Ну, единственное, кстати, да, забыл сказать, еще есть в наборе полимерные шайбы. Вот, кстати, чего, по-моему, в Ariete, по-моему, не было. Если мне память не изменяет, полимерных шайб там не было. А вот здесь у нас нет имитации оптики убогой, но зато есть полимерные шайбы. Вот такая вот рокировочка произошла. Значит, что? Начинается сборка у нас почему-то показано, как траки, собственно, сплавлять. Не знаю, почему решили с этого начать. Видимо, с ходовой. Ну, а потом, в принципе, по трампетеровскому стандарту, опять же, все-таки начинаем с катков. Ленивец, звездочка. Показано полимерные втулки. Тут же показано, какими цветами накрашивать. Ну, как бы цвета исключительно просто текстом, да, то есть черный, там вот так далее. То есть краски в такого формата инструкциях у Трампа тех лет как-то вот Трамп не то чтобы нам... Нет ни цветной вкладки, сразу хочу сказать, и полного списка красок, по-моему, тоже в таких инструкциях у Трампа нет, только по месту, так сказать, смотреть, какую краску нам предлагают. Дальше подвеска, соответственно. Ну, тут у Челленджера что-то такое... нет, в принципе, тут отбойники, амортизация, те же самые балансиры и так далее. Довольно много. Это все понятное дело, что никакой рабочей подвески тут речи не идет. Ну, по подвеске, кстати, для Трампа довольно много таких деталей. Все это на ванну ставится. Ванна, прямо я смотрю, вообще в одну деталь тоже. Даже кормовая деталь по ванне... хотя нет, может быть, да, кормовая деталь, наверное, у нас здесь или где она. Звездочка вроде, кстати, спереди у британских танков. Или с кормы... нет, с кормы все-таки звездочка у нас. Да, кормовой детали у нас нет. Да, устанавливаем на полимерные шайбы эти самые катки, звездочки, ленивцы, какие-то тут уже крюки буксировочные. Появляются какие-то, вот я вижу на отдельных фресках детали по сигнализации, наверное, движений в колонны, возможно, какие-то стоп-сигналы. Тоже нам предлагают их накрашивать исключительно лаками цветными, чтобы было похоже на стекло. Ну, по корме тут вот деталировка, отдельно кормовая деталь собирается. Тут всяческих много приспособлений. Не совсем понятно, правда, что есть что. Как бы иногда у нас пояснение текстом, что есть что дает Трамп, иногда, конечно, не дает. Ну, в частности, вот мы можем узнать, что это канистра, да, хотя бы не то, чтобы мы так сами не догадались. Так. Канистры, опять же, еще какой-то короб, деталюшка, не совсем понятная. И дальше, да, это все у нас, судя по всему, по кормовой детали. На кормовой детали прямо навесного оборудования всякого целая куча. Вот держатели под канистры отдельно, вот это все чем-то напоминает команду, да, В-150. Бочки, соответственно, дополнительных топливных баков, кстати, такая вещь характерная больше для советских, российских ОБТ, не то чтобы часто такое, кстати, на западных ОБТ увидишь, но тут есть, даны они безальтернативно, я так понимаю, несмотря на то, что на боксарте явно никаких дополнительных баков нет, здесь они есть, и как бы опции на то, что их устанавливать можно не устанавливать, как будто бы и нет, то есть об этом нам не позаботился производитель, то есть с точки зрения Трампа мы их должны в любом случае поставить, вот так вот. И деталировка сразу, соответственно, начинается в верхней части корпуса. Тут и люк водителя механика, и та самая вот зеркало заднего вида, судя по всему, да, и у Ariete такой же, Леопарда такой же, вот натовская тема, видимо, так, удобство механика водителя, все, те самые 2 зеркала, еще какая-то мелочевка, навесное какое-то оборудование, опять же, повторюсь, если, да, вот, по-моему, здесь приборы наблюдения, вот мы видим, что предлагают исключительно лаком цветным обозначают, каким лаком красить, то есть никакой дополнительной имитации остекления в этой модели не будет. Потом переходим к детализации кормы. Тут как бы никакого травления в этой модели нет, поэтому все решетки исключительно пластик, куча каких-то ручечек, прям их дофигища каких-то ручечек, крючочков, не знаю, скобы, петли, что это такое, их прям тут много, лом, наверное.
Крышка над кормовой деталью, видимо, двигательного отсека или что-то такое, еще какая-то мелочевка, какие-то короба, ящики дополнительные, держатель орудия по походному, судя по всему, сзади у Челленджера расположен. И, соответственно, что это у нас такое? Ну и, соответственно, бакет assembly. Что такое бакет, я не совсем понимаю. Насколько я понимаю, это видимо, держатель бульдозерного отвала, судя по всему. То есть, видимо, тут подсборка, наверное, вот эта подсборка у нас попадает потом сюда, видимо, да? Правильно ведь? Это ведь тоже бульдозерный. Вот я вижу здесь бульдозерный отвал. Но написано, что это опционально, то есть, судя по всему, бульдозерный отвал можно не использовать. Но мне кажется, было бы интереснее с ним все-таки как-то разнообразить Челленджер. Но вроде бы это держатель, насколько я понимаю, бульдозерного отвала. Вроде просто не совсем понятно, где он здесь, как подсборка. То есть вот это, наверное, он, или это не он. Сложно понять, вот не совсем понятно, что именно вот это за подсборка. Просто даже можно забежать в начало и посмотреть в конец и посмотреть, собственно, где он устанавливается. Этот самый бульдозерный отвал. Даже нет, по-моему, отдельного вот здесь он устанавливается. Похоже, что это детали бульдозерного отвала. Ну, вроде бы как бы неоткуда больше, да? Ну, довольно много деталей, на самом деле, хотя ничего такого сложного нет. Такой вот механизм. Такой собирается у нас, помимо всего прочего, к 15-му шагу боковые юбки, соответственно, с той самой, ну, вроде как динамической защитой, насколько я понимаю. Тоже они дают, это, кстати, опционально, судя по всему, можно динамическую защиту, наверное, я так понимаю, может быть, не ставить. Что такое варианты B, C и D, тоже, кстати, не совсем понятно, потому что... понятно, это варианты на окраску, да, то есть надо учитывать, что вот есть пояснение от Трампа, например, что сборка бульдозерного отвала, сборка динамической брони на боковых юбках, она, например, обозначена, что это варианты А и D, там B, C и D, соответственно, это у нас коррелирует с инструкцией по окраске, соответственно, то есть, например, что у нас бульдозерные отвалы боковые юбки, они у нас будут только в варианте D. Например, в варианте А у нас только лишь бульдозерный отвал, а боковые юбки с динамической броней у нас тут не используются. То есть более простые боковые юбки. Но это приятно, что Трамп даже в такой, в принципе, модели, этим озаботился и дал целых 4 различных варианта не только по окраске, но и по сборке. В 16-м шаге мы стыкуем, значит, верх-низ корпуса полностью. Тоже достаточно стандартная трамповская модельная компоновка. Появляются вот эти микро-юбочки сначала. Точнее, этот выбор, да, то есть маленькие юбки без доп. Защиты используются исключительно в варианте А. Для всех остальных вариантов, я так понимаю, используются эти вот большие усовершенствованные. Показано поставить бульдозерный отвал. У нас даже, видимо, его подвижность какая-то сохранится на проушине. Это все ставится. Соответственно, да, это все касается вариантов, начиная с B, я так понимаю. Дополнительно, я так понимаю, защита верхней и нижней лобовой проекции. Да, вот как раз, по-моему, нижняя лобовая деталь у Челленджера не защищена вот этой композитной многослойной броней, считалась довольно уязвимой, и вроде как бы дополнительной какой-то защитой они ее пытались защитить. Юбки, да, по правому борту трос, так называемый, про него что-нибудь написано, про трос, да, вот написано, что его длина, коуши те самые. Соответственно, производитель предлагает нам делать его из веревочки. Конечно, рекомендуется это заменить на что-то типа металлического троса. И 20-й шаг — это у нас орудие. Орудие тут прям Трамп превзошел себя. Он располовинил не на 2 половины ствол, он располовинил ствол аж разделил ствол аж на 4 части. То есть, в чем секрет, не очень понятно, в чем смысл. То есть, видимо, из-за сложности кожухов этих или что-то такое. То есть, у нас половина ствола есть из 2 деталей, и вторая половина ствола тоже из 2 деталей. И они, собственно, потом еще и стыкуются между собой. То есть, помимо общей сложности красиво и правильно без следов состыковать верх-низ половины деталей ствола, у нас теперь еще будет задача соосно состыковать эти получившиеся 2 трубы, чтобы у нас ствол не был искривлен. Как говорится, спасибо, Трамп. Механизм подъема орудия с цапфами, да, слово новое узнал, с цапфами, да, вроде, по виду подвижность, наверное, должна сохраняться, хотя не совсем то, чтобы это было понятно, вроде как должна. И 21 шаг у нас стыкуем верх и низ по башне. Да, вот 2 детали, тоже стандартно по-трампски, прибор наблюдения прицельные, командирские вот эти перископы, опять же, все это исключительно глухой пластик, то есть стекло там имитировать исключительно лаками, красками. Появляется зенитный у нас пулемет дополнительный, показано, да, калибр, название, даже коробка, как он делается, куда ставится, довольно много всяких забавных деталек.
Соответственно, командирская башенка. Башенка, ну, или не то чтобы башенка, судя по всему, наверное, стрелка-наводчика. Дымовые гранатометы у нас здесь, я так понимаю, буквально они там в две детали, то есть даже отдельные трубы этих гранатометов не предлагают нам приклеивать. Установить пулемет какой-то. Ну, можно, кстати, опционально, видимо, ставить. Можно... у нас две опции на пулемет. То есть, судя по всему, у нас два варианта пулемета, что ли, будет? Это написано либо 22, либо 23, хотя я не совсем понимаю, чем они отличаются. Тут вроде бы собирается пулемет, тут вроде собирается типа по-разному как-то нам предлагают пулемет собрать, или это разные пулеметы. Но я чисто зрительно смотрю, я не вижу, чтобы... Ну, вроде бы как будто это действительно разные пулеметы. Угу. Ну, какие-то, короче, два варианта установки пулемета у нас тут имеется. Может быть, один какой-то не дистанционно управляемый, может быть, второй дистанционно управляемый. Ну, короче, есть опция, да, не совсем, правда, понятно. А тут они не обозначают, к какой модификации из предложенных вариаций пулемета должны относиться. Так что вот угадывать, видимо, придется как-то уже самим думать, какой там должен быть пулемет у нас. Ну, да и ладно. Корзины, соответственно, забашенные, ну или что-то подобное, соответственно, что ограждение люков, сами люки, там какие-то приборы сигнализации, там мелочевка всяческая дополнительная по башне, довольно-таки типично. Антенны, не поясняется даже из чего их делать, то есть даже про тянутый литник там ничего не говорят, хотя тянутый литник в современных машинах не то чтобы сильно нам поможет с антеннами, потому что вроде как современные антенны, они довольно толстые, а тянутый литник там не то чтобы сильно поможет сделать копийную антенну. Ну да ладно, это вопрос другой, это все надо по прототипу смотреть. Да, опять же, эти короба, корзины какие-то непонятные, то ли бронирование дополнительное, вот по башне у нас есть. Ставится 26 шаг, и аж 27 шаг у нас, наконец, башня устанавливается на корпус. Вот такая вот красота получается. И, соответственно, в инструкции остается только абсолютно черно-белые схемы окраски, но, как я уже говорил, их тут целых у нас 4 штуки различных. Ну, камуфляж практически, то есть они все на косово, то есть они все промаркированы K4, они все практически, я так понимаю, с идентичными цветами и рисунком камуфляжа. Единственное, первый вариант он попроще немножко, у него юбки простые. А у вариантов B, C и D, то есть тут только у D есть бульдозерный отвал, тут этих бульдозерного отвала нет. Опять же, краски полного списка, повторюсь, нет. Трамп не дает. Единственное, можно понять, что Трамп дает краски на Ганзу, соответственно, на H и на C серию. Вот они вот так стандартно, Трамп всегда их размечает. Ну и также просто пишет, какой это цвет, соответственно, ну и по камуфляжу тут что-то там показывает. Ну и параллельно здесь же схема декалей. Ну, то есть максимально дешево, максимально так бы вот примитивно. Единственное, что вариантов много. Так, сейчас схожу за ножиком. И будем смотреть, соответственно, пластик по порядку. Как обычно. Начнем с корпуса танка. Соответственно, две детали. Вверх-вниз. Все максимально просто. Хрен вытащить, конечно. Что у нас здесь? Так, ванна корпуса вот такая. Помаркирована 2002, кстати, годом, не 2003, что забавно. Кстати, да, модели эти Трампа, они фактически в актуале выходили. То есть, ну как, танки-то появились чуть пораньше, а вот активно в боевых действиях они как раз в 2003 году участвовали. Вроде тогда Трамп делал модели иракских, в том числе челленджеров. Ну, какая-то минимальная детализация низа есть, по бокам что-то есть. Ну, практически вроде не искривлено, не завалено, может быть, самую малость надгусеничные вот эти условные полки немножко у нас как-то нагнулись, но я не думаю, что это прям уж критично. Ну, стандартный Трамп тех лет. И также здесь и верхняя часть корпуса. Ну, из прикольного можно видеть явно ярко выраженный антислип, который сделан Трампом. Судя по всему, наверное, действительно в большом количестве он на Челленджере 2 использовался. Те самые решетки исключительно пластиком. Ну, какие-то круглые лючки, там, не знаю, что это за заглушки какие-то. Ну, особо, как ни странно, ни облоя, каких-то прям масс утяжен я не вижу. В принципе, все достаточно по-трамповски стандартно для того года. Так, продолжим. По башне что? Тоже трамповский стандартный вверх и низ. Без изысков, скажем так. Вверх башни. Ну, конкретно здесь я вот не вижу антислипа, как ни странно, чтобы на крыше башни был вот антислип, какая-то вот пропечатанная маркировка. Да, Трамп позаботился даже этим. Грязноватый немножко такой пластик. Ну, те самые перископы, не знаю уж кого, Михаил, кто это у нас тут справа сидит, стрелок или командир.
Да, перископы сделаны просто глухой пластик, который предлагается накрашивать. Отверстия под люки, соответственно, под 2. Ну, вот, собственно, и все. Внутри, понятное дело, детализации никакой. И низ башни тоже, ну, просто крышка, минимальная детализация, ничего там особо-то и нет. Так, пойдем с крупных литников, наверное. Вообще 400 деталей для Трампа всех лет за достаточно дешманскую модель. Это, в принципе, ну, довольно много деталей. Так, стандартные пакеты. Исключительно рвать их, конечно. 2 здоровых таких литника. Пакеты с предупреждениями. Так, титанический большой литник с вариантом боковых юбок, то есть первоначальные, видимо, ранние боковые юбки. У нас тут есть, который на один из вариантов косовского челленджера у нас ставится. Кормовая деталь, судя по всему. Точнее, нет, вот это кормовая, насколько я понимаю. А вот это у нас крышка моторного отсека, насколько я понимаю. Здесь же детали звездочек, здесь же по стволу орудия. 2 половины, вот я говорил, да, вот, соответственно, используется. У челленджеров, кстати, да, у них такой довольно интересный кожух по всей длине орудия. То есть, что их выделяет, эти танки из других. Кстати, что забавно, здесь есть пластиковый трос. Что интересно, при том, что у нас есть в комплекте веревочка для имитации троса, но у нас, оказывается, внезапно есть как бы пластиковый, отлитый полностью в пластике трос, вместе с коушами как бы присутствует. Ну, я надеюсь, в принципе, очень было бы неплохо, если бы можно было его использовать. Я надеюсь, это от этой модификации модели именно. И не париться, собственно, даже заменой этой самой убогой нитки, ну и вообще, так сказать, решить для себя закрыть все вопросы, да. Люк, соответственно, тоже антислип, на крышке моторного отсека тоже антислип. Много всяческой мелочевки, крючочки, поручни, ручечки и т.д. и т.п. Такой достаточно титанический литник. И второй же, который был в этом пакете, и, насколько я понимаю, в основном детали по башне. То есть тут фактически корзины, короба или детали дополнительного бронирования башни, то есть там такая вот система ограждения люков, сами люки, ручечки, поручни, детали маски орудия, скажем так, ну и всяческая такая вот мелочевка. Дымовые гранатометы, опять же, вот минимальное количество деталей сделаны. Антислип на люках. Ну, на люках его нет. Вообще здесь его не вижу. Ну, всяческая мелочевка в основном по башне. Так, год у нас, кстати, указан 2002. Хотя в интернете вроде как было бы написано, что 2003 год производства вот этих модификаций. Но это все-таки 2002. То есть это еще до Ирака. Иракская война, в которой участвовали эти модификации челленджеров. Ну, не эти, а второй челленджер. Она у нас случилась в 2003 году, а, соответственно, вот это были косовские челленджеры Трамп делал. Они, по-моему, были там, ну, с 2000 года, по-моему, что-то такое. Соответственно, детали, насколько я вижу, бульдозерного отвала, по крайней мере, частично. Отдельный пакет. 2 литника, соответственно, ну тут, видимо, детали под конкретно эту модель, эту модификацию. Отдельный литник полностью, я так понимаю, под бульдозерный отвал, под его подвес. Он вроде как даже подвижность после сборки будет сохранять. Ну, с внутренней стороны бульдозерного отвала у нас, конечно, видны толкатели, с лицевой вроде ничего нет. Ну, если, наверное, будет все там закрыто, то не особо-то и важно. Ну, эти самые детали довольно много, кстати, да, под бульдозерному отвалу. Механизм, ну, вроде бы как бы не супер сложный. И деталь тех самых дополнительного динамического бронирования боковых юбок. Нескольких модификаций. И, соответственно, лобовых деталей бронированных. Тоже там и нижний, и верхний, по-моему, тоже там дополнительные какие-то комплекты динамической защиты стояли. Вот так вот это выглядит. Вот контейнеры ясно различимые, всякие элементы установки их и так далее. Это, кстати, добавлено в 2003 году написано. Этот литник появился. Ну, в принципе, с виду так вроде неплохо выглядит. Претензий каких-то особо не возникает. Ну, конечно, интереснее, наверное, с доп. Динамической защитой и с бульдозерным отвалом собрать. Такой забавный будет челленджер у нас. Так, следующий большой литник у нас это в основном такое навесное всяческое оборудование. Я смотрю, в этот же пакетик нам засунули и полимерные. Почему так сложно разрезать эти пакеты, а? Вот как раз Трамп на совесть. Здесь у нас дополнительные топливные баки. Сюда кинул полимерные шайбы, да, Трамп. Детали топливных баков, детали канистр, лючки, короба дополнительные. Так, пулемет. Пулеметная установка, аж 2 варианта пулемета, хотя
При этом чисто визуально пулемет как будто бы абсолютно одинаковый, но у нас два варианта сборки пулемета. Ну да ладно. Поддержки этих самых топливных баков, деталей на башню для установки пулемета, какое-то вот, не знаю, буксировочное, возможно, устройство или что-то такое. Ну да, кстати, повторюсь, опять же, бочки сделаны просто располовинению, соответственно, там тоже будет, наверное, шов. Ну и всяческая мелочевка, типа, может быть, детали, не знаю, банника или что-то, чего-то подобного. И еще много-много всякой мелочевки, в принципе, ничего такого особенного. Тут нет, все отлито по-трамповски. Опять же, вот несмотря на то, что модели 20 лет, но я не вижу каких-то, в принципе, проблем с какой-то там с облоем, с какими-то утяженными, с какими-то что-то заплыло. То есть это не значит, что их нет, это, в принципе, дешевый трамп начала нулевых, так сказать. Но чисто визуально, прям, что вот ничего такого не бросается, в принципе, товарный вид имеется. Так, и последний два литника, это у нас, ну не считая вот коуша этого потерявшегося, скину их в пакетик, два абсолютно идентичных литника по ходовой, соответственно, что логично, массивные такие у нас дорожные катки с какой-то внутренней деталировкой. Ну, конечно, видно, что, например, внутренняя поверхность катков такая какая-то, вот как будто дефекты какие-то видны, как будто как затертости выглядит это все. То есть литье не совсем аккуратное. На детали бандажа тоже как будто бы с какими-то шероховатостями непонятными, уж не знаю. Ну, наверное, не то, чтобы это сильно было важно. Бандажи, в принципе, в реальной жизни, наверное, могли как-то повреждаться. Там. Не думаю, что будет прям сильно заметно. Балансиры, амортизация, отбойнички, всяческие детали, насколько я понимаю, ленивец. Да, звездочки у нас были на другом литнике. Ну и все, собственно, у нас по подвеске, по ходовой и так далее. То есть ничего такого особенного сказать прям не могу. Все достаточно стандартно для трампа тех лет. Помимо этого уже показывал виниловые гусли, тоже стандартные для трампа тех лет. И натовский какой-то формат гуслей, он плюс-минус, я так смотрю. О, кстати, вот единственное у меня как будто бы непонятно, дефект, не дефект, но почему-то как будто бы почти разорвалась гусля вот в этом месте. Хотя в остальном вроде... То есть как будто бы соединение вот этих биноклей, оно жесткое, да, вот здесь, а вот здесь оно они как будто разорвались. Почему-то. Вот присутствует у меня, кстати, конкретно вот в этом месте это выглядит как дефект. То есть этот дефект, судя по всему, придется спрятать куда-то на верхнюю часть. Я надеюсь, при установке натягивания этих вот траков не произойдет какого-то разрыва этого всего. Но, кстати, вот да, почему-то здесь у трампа в отливке этого винила возник дефект. А в остальном очень похоже на леопардовские гусеницы, похоже на гусеницы Ариет. Тоже подушки явно видны, вот эти резиновые. Ну и вот, ну, как бы, опять же, особенно во втором варианте у Challenger сильно массивные боковые юбки, поэтому, в принципе, если не особо не заморачиваться, а как бы собирая трамп, да, то есть модель Challenger, да, у нее есть конкуренты более дорогих производителей, там, по-моему, и Rayfield делал, и Tatom, по-моему, делал их. То если уж собираете такой дешман, ну, я не думаю, что кто-то будет сильно заморачиваться на покупку каких-то дорогостоящих траков отдельно на вторичке, ой, не на вторичке, на рынке автомаркета. Придется это дорого, и стоит ли эта модель вообще таких трат. Так, стандартная декалька, защищенная листиком у Трампа. Тут на целых, по-моему, 4 варианта машин, да, единственное, ну да, вот видно разные номерные знаки. Да, их действительно 4, вот раз, два, три, 4, ой, даже не 4, что 5 их даже, что получается. Странно. Ну ладно, надписи K4, маркировка тут, Union Jack, еще какие-то логотипы. Ну все, в принципе, декаль и декаль. Так, и собственно что? И собственно это конец обзора. Вот такой вот косовский 2000-х годов британский Challenger 2 в исполнении Трампета.